Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами гайдом на воскресенье, новым пятизвездочным героем из Honkai Star Rail. Он управляет элементом мнимым и следует пути гармонии. Воскресенье это не просто очередное имя в списке героев, он символ искупления и непоколебимой решимости. Несмотря на все трудности, он возвращается, чтобы сиять ярче, чем когда-либо. Давайте разберемся, чем же Воскресенье так особенный. Если вы фанат Брони или Искорки, этот персонаж вам точно понравится. Воскресенье это мощный саппорт гармонии и с потрясающим набором способностей. Во-первых, его стопроцентное ускорение хода действует не только на одного персонажа, но и на их призываемых существ. Это огромный плюс для игроков, использующих призываемых существ. Но это еще не все. Воскресенье восстанавливает процент энергии союзнику и добавляет бонус к крит урону, который зависит от его собственного крит урона. Что же это значит? Он не только поддерживает команду, но и усиливает их урон. Будь то персонажи с призывами или классические ДПС герои, Воскресенье улучшает всех. И самое главное, его навык действует целых 2 хода. Это означает, что персонажи с контратаками или с доп атаками могут максимально использовать свои способности даже вне своей очереди. Команды, основанные на призывах, это ваш идеальный выбор. Ищите альтернативу брони, Сандей справится. А в некоторых случаях он может даже заменить ее. Его универсальность и эффективность делают его отличным выбором практически для любой команды. Теперь разберем умение Воскресенья. Навык Воскресенья напоминает способности брони, но имеет свои уникальные особенности. Он выбирает союзника, который немедленно действует, и увеличивает его наносимый урон до 30%. Хотя это ниже, чем огромный баф брони в 66%, Воскресенье компенсирует это дополнительной мощью для персонажей с призывами. Если у союзника есть призыв, например, Пэт Дзюаня или Топас, бонус урона увеличивается еще на 50%, в сумме достигая 80% на 2 хода. Продолжительность эффекта позволяет союзнику и его призыву полностью использовать баф. Важно отметить, что если с Воскресенья применяет навык на персонажа гармонии, они получают бонус к урону, но не получают немедленного действия. Тем не менее, это универсальная способность, которая хорошо работает в разных составах. Ульта. Вот. Теперь ульта. Ульта Воскресенья стоит 130 энергии и выводит его поддержку на новый уровень. Он выбирает союзника, восстанавливает 20% от его максимальной энергии и превращает его призыва, если он есть, в состояние блаженный. Этот мощный эффект длится 3 хода и увеличивает крит урона союзника до 30% от крит урона Воскресенья и дополнительно 12%. И это еще не все. Если Воскресенье использует свой навык на блаженного союзника, он восстанавливает 1 очко навыка, делая способность нейтральной по затратам очков навыков. Это огромный плюс для управления ресурсами, позволяя усиливать команду без потери очков навыков. Теперь Тавант. Тавант Воскресенья добавляет еще больше синергии. Каждый раз, когда он применяет навык на союзника, тот получает до 20% крит шанса на 3 хода. Это работает на любого союзника, независимо от наличия призывов. Даже без команд, основанных на призывах, Воскресенье дает огромную ценность благодаря 30% крит урона и 20% крит шанса. А для персонажей с призывами это практически непревзойденное усиление. 80% урона плюс 20% крит шанса. Ну, то есть 80% крит урона и 20% крит шанса. И теперь техника. Техника Воскресенья бафает вашу команду еще до начала битвы. После ее активации первый союзник, на которого Воскресенье использует способность, получают 50% бонуса к урону на 2 хода. Это отличный способ задать тон в сложных боях. Бонусные способности. Первая бонусная способность гарантирует, что восстановление энергии от ульты даст не менее 40 энергии даже для союзников с низким максимальным запасом энергии. Следующее это у нас вот это. Дает Воскресенью 25 энергии в начале боя, ускоряя использование ульты. И последняя, вот она. Позволяет навыку Воскресенья очищать один негативный эффект союзника, добавляя защитную полезность.
Давайте разберем, как оптимизировать характеристики воскресения, чтобы раскрыть весь его потенциал, независимо от того, хотите ли вы стабильности или максимальной эффективности. Важно правильно подобрать основные и дополнительные характеристики, а также определиться с билдом скорости. Рекомендуемые основные характеристики. Для экипировки воскресения стоит сосредоточиться на следующих характеристиках. Тело, крит урон, ноги, скорость, планарная сфера, здоровье или защита. Тут в основном все равно смысл заключается в том, чтобы повысить его выживаемость. И веревка, скорость восстановления энергии, чтобы чаще ультой пользоваться. Рекомендуемые дополнительные характеристики. После того, как вы завершите с подбором основных характеристик, ищите следующие дополнительные характеристики в порядке приоритета. Приоритет, скорость, до достижения нужного билда скорости. Крит урон, эффект сопротивления и в конце уже защита и здоровье. Характеристики для эндгейма, то есть когда вы уже полностью его прокачали и уже концентрируетесь на том, чтобы его идеально собрать. Крит урон, желательно 180-220%. Восстановление энергии 120% будет достаточно. И скорость, тут все зависит от билда скорости, который вы хотите собрать. Первый вариант скорости это билд, который сделан таким образом, чтобы у вас было меньше скорости, чем у вашего ДД. Таким образом, фактически используя навык воскресения, ваш ДД будет ходить 2 раза, а то ли даже больше за один раунд. И второй вариант это гиперскорость. То есть 160 плюс скорости и выше. Как я вот сейчас я чуть подробнее расскажу, например, вот билд скорости. Это эффективность Сандея сильно зависит от того, как вы настроите его скорость. Есть два основных билда. Как я сказал, это билд на скорость меньше, чем у ДД. Это самый распространенный и эффективный билд. Сделайте скорость воскресения на 1 меньше, чем у основного героя, то есть основного ДД. Вот как это работает. Основной герой действует первым. Воскресение сразу после него использует навык, продвигая героя и давая ему дополнительный ход. Этот цикл повторяется весь бой, позволяя вашему герою, главному ДД, действовать дважды, одновременно усиливая его призывы. Чем ближе скорость воскресения к скорости основного героя ДД, тем эффективнее комбо. Оптимальная скорость. Основной герой 135 плюс скорости, воскресение 134 скорости. И последний вариант, как я сказал, это гиперскорость, то есть очень много скорости для Сандея, то есть для воскресения. В этом билде воскресение набирает максимальную скорость и всегда действует первым. Это позволяет передать его скорости цели и его призыву через 100% продвижение. Однако этот билд жертвует общим количеством ходов в бою по сравнению с билдом на скорость меньше, чем у ДД. Тем не менее, он позволяет игнорировать скорость основного героя ДД, выбирая вместо этого такие характеристики, как атаку. То есть основному ДД собираем все в атаку, а воскресенье собираем в скорость. То есть, например, те же ботинки, которые можно на ДД поставить на скорость, в этом случае можно спокойно ставить на силу атаки, по сути. Гиперскорость более нишевый билд и требует значительных вложений, но подходит для определенных составов. И опять же, дальше по статам идем. Приоритет крит урона. Ульта воскресения масштабируется от крит урона и на максимальном уровне передает цели 30% от крита. Крит урона плюс 12, поэтому увеличение крит урона является приоритетом после настройки скорости. Каждый дополнительные 10% крита урона на воскресенье добавляет 3% от цели. Теперь давайте разберем лучшие реликвии и наборы для воскресения. Правильный выбор реликвий имеет решающее значение для максимального раскрытия его поддержки. Будь то популярный билд с скоростью меньше, чем у ДД, или экспериментальный с гиперскоростью. Первым лучшим вариантом, то есть рекомендуемым, в любом случае, это будет его сигнатурный сет, по сути. Мелодичные серьги священника.
Это лучший выбор для воскресения в билде со скоростью меньше, чем УДД. Он идеально подходит для его роли саппорта, усиливая эффективность вашего основного ДД. Если вы используете билд со скоростью меньше, чем УДД, этот набор должен быть вашим приоритетом. И теперь у нас есть два варианта, которые, скажем так, будут специфические или более нишевые. Первый вариант это вот этот вот сет. Этот набор отлично подходит для персонажей, которые часто используют ульту, желательно каждые 2-3 действия, и получают сильные эффекты от него. С гиперскоростным билдом воскресения он помогает достичь более высоких порогов скорости для большого количества действий. В билде на скорость меньше, чем УДД, этот набор может нарушить настройку скорости. Поэтому используйте его только при тщательной настройке скорости. И другой еще вариант, это вот этот вот. Поддерживающий набор, хорошо работающий с персонажами, чьи ультимейты нацелены на союзников. Он дает баф скорости всей команде, что может быть невероятно полезно. Но правильный тайминг критически важен для сохранения бафа на ключевых персонажах. Как и с предыдущим сетом, этот набор может нарушить баланс скорости в билде со скоростью меньше, чем УДД, поэтому используйте его с осторожностью. Также можно комбинировать этот сет с самым первым сетом, то есть с вот этим вот. Вот, с вот этим, то есть по сути 2 плюс 2. И таким образом получить 2 раза бонус скорости, чтобы собрать воскресение в гиперскорость. Это вот реликвии. И теперь будут планарные реликвии. Начнем с его лучшего выбора планарного украшения. Это подводная столица русалки. Лучший выбор для поддержки одиночных ДПС персонажей, масштабирующихся от атаки. Также предоставляет ценное восстановление энергии, что делает его идеальным для поддержки ротации ульты воскресения. Следующий вариант тоже хороший, по сути. Вот он. Сломанный киль. Отличный вариант для саппортов, накапливающих сопротивление эффектам. Этот набор также увеличивает крит урон всей команды, но требует минимум 30% сопротивления эффектам для активации. Следующий набор это флот нестареющих. Идеальный набор для команд, который масштабируется от атаки. Он дает значительное усиление силы атаки команде. И другой вариант тоже, но более узконаправленный. И вот он вот последний вариант. Прекрасный вариант для команд, где воскресение имеет тот же элемент, что и его союзники. Также предоставляет восстановление энергии, что делает его топовым выбором для поддержания ультимативной ротации. И еще один узконаправленный сет, это вот живой ванвак. Этот набор полезен только для гиперскоростных билдов воскресения, так как позволяет начать бой быстрее и получить больше действий в начале фазы. Избегайте использования этого набора в билде с скоростью меньше, чем у основного ДД, так как он нарушает важную настройку скорости. Теперь поговорим о световых конусах для воскресения. Правильный выбор светового конуса имеет решающее значение для его эффективности. Особенно если вы хотите поддерживать его мощную трехходовую ротацию или максимизировать его поддержку. Начнем естественно, с его лучшего выбора, то есть, по сути, его сигнатурного конуса. Вот он, приземленный полет. Это фирменный световой конус воскресения и, безусловно, его лучший выбор. Он позволяет стабильно поддерживать трехходовую ротацию, обеспечивая постоянный эффект его ультимативного бафа. С этим конусом воскресение становится положительным по очкам навыков, что улучшает общую экономику вашей команды. Если у вас есть этот конус, используйте его без раздумий. Следующий выбор это битва не окончена. Неплохая альтернатива фирменному конусу Санды воскресения, хотя и с заметными недостатками. Он предоставляет дополнительные бафы, восстановление энергии и улучшает экономику очков навыков, но не настолько эффективно, как сигнатурный конус.
Основной минус бафы длятся всего один ход, что значительно снижает его полезность для персонажей с призывами, которые особенно нуждаются в длительных бафах. Использование этого конуса делает воскресение более зависимым от атак врагов для поддержания трехходовой ротации. Следующий вариант это прошлое будущее, особенно если оно у вас полностью улучшенное, то есть 5 уровень наложения у вас есть. Гораздо слабее, чем битва еще не закончена. Этот конус имеет те же проблемы с продолжительностью в один ход. И, кроме того, не предоставляет восстановления энергии или позволяет экономить очки навыков. Если вы используете этот конус, воскресение может испытывать трудности с поддержкой трехходовой ротации, что значительно снижает его эффективность в длительных боях. И более специфически это танцуй, танцуй, танцуй конус. Этот конус является нишевым вариантом. Если вы используете билд со скоростью меньше, чем у основного ДД, будьте осторожны, так как он может нарушить настройку скорости воскресения, если не управлять этим тщательно. Однако это хороший выбор для гиперскоростного воскресения, особенно если у вас нет его фирменного конуса. Тем не менее, даже с этим конусом воскресение может испытывать трудности с поддержкой трехходовой ультимативной ротации. С правильным световым конусом потенциал воскресения может быть полностью раскрыт. Хотя фирменный конус является идеальным выбором практически в любой ситуации, альтернативные вроде «битва еще не окончена» могут подойти, если у вас нет его фирменного конуса. Просто не забывайте тщательно управлять настройкой скорости и восстановлением энергии для оптимальной эффективности. Наконец, давайте поговорим о синергии воскресения с командой. Будучи одним из самых универсальных и синергичных персонажей в Honkai Star Rail, воскресение имеет практически бесконечное количество совместных союзников. Вместо перечисления всех возможных комбинаций, давайте рассмотрим ключевые особенности воскресения и их влияние на различные архетипы. Первый вариант это длительность бафов и универсальность. Бафы воскресения действуют несколько ходов и могут поддерживаться бесконечно, что делает его отличным выбором для персонажей с призывами или тех, кто пользуется доп. Атаками. В этом он превосходит броню. Вот несколько подходящих кандидатов для этой роли. Это у нас, во-первых, вот Химека, это раз. Можно использовать вот Клару, Цзинь Юань. Причем воскресение будет продвигать и Цзинь Юаня, и его этого Электролорда, или как он там называется, Грозовой электрический лорд, Молниеносный лорд. Короче, он продвигает обоих, и Цзинь Юаня, и его призыва одновременно. Следующий это Фэйсяо, естественно, безоговорочно. Это Доктор Рацио, 100%. Кто еще тут с доп-атаками у нас? Ну, Герта, естественно. Обычная Герта, скажем так. Ну, в будущем взрослая Герта тоже. В общем-то, все, кто вот доп-атаками пользуются, вот всех их можно тут и приписать. Ну, использовать, короче, в этих случаях. Ну, как я сказал, Фэйсяо, Доктор Рацио, Юнли, Клара, Блейд и Цзинь Юань с его призывом одновременным. Воскресение сосредоточен на ускорении действий, критах и увеличении урона, а не на усилении атаки, что делает его универсальным. Он хорошо работает с персонажами, которые масштабируются от ХП, атаки или защиты, а также союзниками, у которых есть встроенное масштабирование характеристик. 2. Это генерация энергии. Восстановление энергии воскресения является огромным плюсом для персонажей, которые сильно зависят от своих ультимейтов. Эти энергозависящие персонажи оценят его пользу. Это у нас Аргенти, Юнли, Будхил, Цзинлю, Цзинь Юань опять же и Даньхэн. Ну, Даньхэн нужен, так как его ульта не сколько урон наносит, сколько позволяет генерировать вот эти вот халявные очки действия. То есть он в любом случае будет полезен. Нейтральность по очкам навыков. В отличие от брони, воскресение является нейтральным по очкам навыков и даже может стать положительным, с определенным цветовым конусом. Это делает его идеальным для билдов со скоростью меньше, чем у основного ДД. Особенно в командах с нехваткой очков действий. Вот примеры персонажей, которые выигрывают от этого. Это, во-первых, у нас Ахерон, естественно. Такое чувство, что под нее и был сделан этот
воскресенье. Вот Ахерон. Дальше это у нас, естественно, Пожиратель Луны. Даньхэн. Прям естественным образом. И другой вариант это вот Цзинлю. Она тоже пользуется часто очками действия, чтобы зарядить свою стойку побыстрее. Потому понадобится часто пользоваться. Специалисты по призывам. Воскресенье идеально подходит для команд с призывами, благодаря своей способности усиливать их и продвигать их действия. Он особенно хорошо работает с Цзиньюанем. Наконец-то продвигает призыва Цзиньюаня. Топас и Намби, нишевая команда с главной ДПС Топас. И Линша для билдов с главной ДПС Линша. И последний вариант, это Воскресенье и Броня. Настройте скорость команды следующим образом. Главный герой, самый высокий показатель скорости. Воскресенье чуть меньше показатель скорости. То есть, в идеале, конечно, на единичку меньше, но можно постараться, чтобы было меньше, чем у основного ДД. Не обязательно 135, можно 134, 133, 130, например. И броня еще меньше. То есть, если у Воскресенья 130, скажем так, то у брони, например, 125. То есть не обязательно прям впритык делать 134, например. То есть последовательность должна быть такая, что у главного ДД больше, чем у Воскресенья больше, чем у брони. Главный герой действует первым, затем Воскресенье бафает и продвигает его, а затем броня делает то же самое. Это создает мощную трехходовую последовательность, где бафы Воскресенья и брони перекрываются, обеспечивая колоссальный урон. Вот и подошел к концу мой детальный разбор Воскресенья. Универсального и невероятно синергичного саппорта в Honkai Star Rail. Независимо от того, используете ли вы билд со скоростью меньше, чем у основного ДД, экспериментируйте с гиперскоростью или комбинируйте его с другими ускорителями действий. Способности Воскресенья усиливают вашу команду, не имея себе равных. Благодаря уникальным бафам, восстановлению энергии и универсальной совместимости с множеством персонажей, Воскресенье способен вывести любую команду на новый уровень. От стратегии с призывами до билдов, ориентированных на ультимативные способности, его гибкость гарантирует, что он найдет свое место в вашей группе, независимо от стиля игры. Итак, будь вы новичком, ищущим сильные команды, или ветераном, стремящимся оптимизировать каждый ход, Воскресенье предоставит все необходимое для победы. Постройте его правильно и наблюдайте, как он превращает потенциал вашей команды в триумф. Спасибо за просмотр. Если этот гайд был вам полезен, не забудьте поставить лайк, оставьте комментарий и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До встречи и удачи в исследовании вселенной Honkai Star Rail.